живем в довольно дикое и страшное время, и в нем возможно то, что на первый взгляд показалось бы бредом. А страшнее всего то, что от этого всего просто негде спрятаться. Интернет 26-го года буквально состоит из инфоповодов, скандалов, мемов и чужого, безусловно, важного мнения. Но сегодня речь будет не о том, насколько наша любимая глобальная телекоммуникационная информационная сеть интернет испортилась. Я хочу поговорить о том, насколько интернет был другим буквально каких-то 10 лет назад. И, кстати, сегодня мы поговорим о таком явлении, что вам, скорее всего, знакомо. Ну ладно, поехали. Все мы уже и так привыкли к различным историям с форумов и имиджбордов, таких как 4chan или 2ч. Но в большинстве случаев это история о том, как пользователи этих платформ делали что-то безумное ради лузов. Либо же это истории формата «жесть с 2ч». И довольно редко мы заглядываем в азиатскую часть интернета. И разве что краем глаза видим, что там происходит. И довольно часто это удивительные или даже довольно странные вещи. Как, например, обход китайской цензуры с помощью плюшевой игрушки альпаки. Или АСМР офисного работника, эстетику конбини или воздушных парней. Ну или некоторые корейские интернет-тренды, некоторые из которых лучше даже не искать. И сегодня мы поговорим о том, что случилось именно в японском сегменте интернета. И вы, скорее всего, и так уже знакомы с таким явлением, как моэ-антропометризм. Ну, то есть это буквально создание из любых вещей или существ милых аниме-девочек. Как, например, девушки-пони из Ума Мусума, и на японских имиджбордов по типу Го-чан или Футаба-чан это периодически происходит. И является частью интернет-культуры. Например, Эбола-чан, которая изначально появилась на японской платформе Pixiv. Позже ее расфорсили на 4chan, а в итоге в некоторых странах в нее начали верить как в богиню чумы. Ну или была Корона-чан, которую придумали во времена ковида, но она вроде как появилась уже на англоязычных имиджбордах. Ну и также всем вам знакомая РКН-чан. Ну и все они появились как реакция интернет-пользователей на те или иные новости или явления. Но всему этому предшествовало появление двух конкретных персонажей, которые появились буквально из-за антияпонских демонстраций в Китае. И зовут их Хинамото Оника и Канипон. И родились они под лозунгом «Давайте сделаем моэ персонажей и превратим китайских расистов в моэ свиней». Какие свиньи, блядь! В общем, в китайском языке существует одно оскорбление, так сказать, антияпонский слюр. И, в общем-то, из-за очередного обострения между Китаем и Японией, китайские пользователи интернета довольно часто его использовали. И как раз таки в ответ на это пользователи японских имиджборд и начали свою кампанию. Это самое китайское оскорбление звучит как «日本鬼子». Но из-за разности прочтения иероглифов в китайском и японских языках, его можно прочитать не только как оскорбление. В японской интерпретации оно звучит как вполне себе женское имя. И звучит это женское имя как Хинамото Онико. И оно, в общем-то, стало фундаментом. Сначала появилась фанатская вики, после чего провели конкурс концептов и даже сделали отдельный войс-банк. Ну то есть Хинамото Оника еще и вокалоид. Но внешне она представляла из себя просто аниме-девушку в кимоно и с небольшими рожками. Есть еще одна забавная деталь. Ее фамилию Хинамото можно буквально прочесть как одно из древних названий Японии. Но создали они персонажа и что дальше? А дальше началось то, что можно назвать Google-бомбингом. Если говорить кратко, они начали форсить своего персонажа, чтобы когда кто-то искал что-либо связанное с тем самым китайским оскорблением, чтобы они получали бесконечный список из контента, связанного только с японским маскотом. Но буквально через месяц японцы решили, что этого недостаточно. Оно переделали еще одно китайское оскорбление. Придумали для Оника младшую сестру по имени Канипон. Она стала олицетворением для оскорбления 小日本 или маленькая Япония. И Канипон действительно стала маленькой девочкой с рожками, как у старшей сестры. А также она носит с собой огромную катану. Ну а реакция противников японских анонов в этом конфликте была довольно красноречивой. Китайцы просто не поняли, что происходит. И это потрясающий пример интернет-войны с довольно странным, но эффективным решением. И отчасти это чем-то похоже на то, что можно получить, зайдя в современный Twitter или X. Когда кто-то во время срача вкидывает мем с Кирком или с Дюнка Фурутой. Но правда есть одно ключевое отличие. В тех интернет-войнах никто не становился в позицию жертвы. А на этом предыстория заканчивается. Но перед тем, как мы перейдем к главной теме, я должен сразу же предупредить. Дальше я буду использовать эзопов язык и юлить как могу в надежде на то, что YouTube не удалит мое видео. В общем, в 2015 году, когда GTA 5 вышла на ПК, сразу же появились и сервера GTA RP. И один из самых популярных серверов GTA RP в тот год назывался Syrian Wars. И он был действительно очень популярен. В общем, на Syrian Wars разные кланы боролись за влияние, власть на сервере, а также за новых игроков. Кстати, на тот момент одним из самых главных игроков на сервере был человек под ником S-Ad. Он руководил кланом SA. Нет, не San Andreas, а Syrian Army. Но одним из самых главных его конкурентов был клан под названием Kiss-Kiss. О нем мы и поговорим дальше. Kiss-Kiss был одним из самых больших кланов на сервере. Игроки из него воевали против всех, а также слушали поп-панк. В общем, были прям фанатиками. Но больше всего Kiss-Kiss были известны за то, что похищали бесклановых игроков, которые преимущественно заходили на сервер Syrian Wars просто осмотреться и узнать, как идут дела. Чем-то эти игроки Kiss-Kiss не нравились, и они их похищали, а после похищения довольно часто
часто удаляли этих игроков. Ну то есть буквально удаляли аккаунты этих игроков с концами серверов GTA RP. Как ни прискорбно, KissKiss существует до сих пор и все так же являются довольно неприятными игроками. Но забанить их с концами ни у кого так и не получилось. Так вот, возвращаемся в 2015 год. KissKiss активно занимались пропагандой и загружали огромное количество видео с их геймплеем. Так вот, так получилось, что участники клана KissKiss похитили двух игроков, которые подключились из Японии, а позже выложили запись того, как удалили их из игры. И после этого трагичного случая на одном из японских имиджбордов появилась ветка, название которой можно перевести как «Давайте сделаем мою красотку и зашлем это уродом из KissKiss». И буквально за сутки появилась она, гроза дынь и всего Ближнего Востока, Изис Чан. Девочка с зелеными глазами и волосами, а также со смуглой кожей. Крайне важное примечание для ее рисования также были правила. Были ли они изначально или появились потом, неизвестно. Но важно то, что само создание персонажа не несло цели оскорбить людей определенной религии. Буквально нельзя было рисовать атрибуты этой самой религии. А также важно, Изис Чан ни в коем случае не была одета ни в хиджаб, ни в никаб. Ее одежда основана на типичном внешнем виде игроков из клана KissKiss. А одним из самых главных атрибутов Изис Чан был нож. Но нужен он был буквально только для одной вещи, чтобы чистить и нарезать дыни. И дыня, кстати, есть практически на каждом арте с ней. И в общем-то снова после ее создания начался Google бомбинг. Сразу же придумали нужные теги и персонаж начали форсить в Твиттере, Ника и в Pixiv. Но также в этот раз Аноно использовали ботов для постоянных спам-атак. И где-то 4 месяца с зимы по лето 2015 года Изис Чан форсилась в азиатском сегменте интернета. Она перекрывала собой любую пропаганду и материалы KissKiss. И летом на нее обратили внимание западные СМИ и пользователи западного интернета. Если описывать в общем, то реакция таких больших СМИ, как CNN, Deutsche Welle и BBC была такой. Это самый странный и креативный метод контрпропаганды. Многие пользователи западных имиджборд и других ресурсов в целом тоже позитивно восприняли Изис Чан. И, кстати, некоторые хакерские группы также активно ее использовали. Они получали доступ к аккаунтам сторонников KissKiss и постили контент с Изис Чан. Но, конечно же, была и негативная реакция. Ну и, конечно же, негативная реакция была и от сторонников KissKiss. Twitter в те годы активно удалял аккаунты сторонников KissKiss, и поэтому каких-то примеров не сохранилось. Но из интервью людей, которые занимались тем самым Google бомбингом, мы знаем, что им довольно часто приходили угрозы от сторонников KissKiss, а также в личные сообщения им присылали разного рода гурятину. Но несмотря на угрозы, Google бомбинг продолжался. Но на самом деле люди с негативным мнением отчасти были правы. Точных свидетельств этому нет. Но отчасти Изис Чан могла не потопить интернет-пропаганду KissKiss, а наоборот. Я имею в виду, что люди, которые не особо погружены в интернет-культуру, могли в своих попытках найти тот самый маскот натыкаться именно на пропаганду KissKiss. Ну и кроме этого появился аналог японской Изис Чан. Японская версия маскота пишется строго через тире. Если это самое тире не ставить, то в поиске всплывет другая Изис Чан, которую уже называют примером террористического фан-арта. Но показать ее не могу по той самой причине, что эта самая альтернативная версия носит на себе запрещенные символы. Я, конечно, могу их зацензурить, но чтобы точно не получить никаких проблем, показывать я ее не буду. В общем, к чему я? В глобальном интернете японский Моя персонаж проигрывал информационную войну. И это видно из соотношения использования тегов. То есть тегов, напрямую связанных с Изис Чан, было в 10 раз меньше, чем тегов KissKiss. Если быть точнее, то постов с Изис Чан насчитывалось около 7000, когда как постов KissKiss насчитывалось в районе 700 тысяч. Но на самом деле ее создатели и не рассчитывали на то, что Изис Чан выйдет в глобальный интернет. И по сути она перевыполнила свое задание. Прям таки на 5 с плюсом. Поскольку, судя по свидетельствам, японский и в целом дальневосточный сегмент интернета она все-таки защитить смогла. Однако прожила она крайне недолго. Ну и символом борьбы с радикалами она все-таки не стала. И конец шумихи вокруг Изис Чан пришел уже в середине осени 2015-го. Да, она не прожила даже года, но жизнь у нее была довольно яркой. И сам по себе это был удивительный прецедент. История кооперации обычных пользователей, которые пытались сохранить свой интернет. Интернет, который был нужен им для развлечений, а не для пропаганды или какой-то своей борьбы. Но как бы грустно не было это говорить, но мы с вами, обычные пользователи интернета, уже давно практически потеряли его. Потому что еще с начала 21 века различные радикалы по типу KissKiss начали осваивать современную культуру, мемы и так далее. А на некоторые сайты или разделы Reddit лучше вообще не заходить, чтобы банально не охуеть от контента, который там производят. Пока я делал это видео, я таким образом увидел девочек из Кион в образе бойцов из KissKiss. Или же фанарт под названием Джихад Химена. В общем, аниме стало настолько глобальным явлением, что теперь различные террористы, радикалы и даже инфо-цыгане используют его в своем контенте. Даже иногда называют друг друга Луфи, просто потому что у них есть лодка. Но если вы досмотрели до этого момента, то большое вам спасибо. В общем, будьте осторожны и не ведитесь на пропаганду. Ну и всем пока. Push pineapple, shake the tree. I got do, do, do. Push pineapple, grind coffee.